Максим Герасимов, и это экспресс-курс пластилиновой анимации на мобильный телефон. Это 5-е занятие, и сегодня мы узнаем и научимся. Лепить титры из пластилина, применять к титрам реверс, снимать пластилиновые заставки, пользоваться приложением для видеомонтажа. На прошлых занятиях мы с вами сняли несколько роликов, но для того, чтобы они стали более завершенными, нам нужно сделать для них начальную заставку и титры. Начнем мы с заставки и начнем ее лепить из пластилина. Я возьму коричневый цвет, и теперь нам надо придумать название нашего ролика. Я назову свой ролик «Жизнь», так как у нас идет перерождение, скажем так, из гусеницы в бабочку, и сделаем буковки. Именно как она должна, заставка, выглядеть уже в таком завершенном варианте, чтобы зритель мог прочесть. Для этого мы берем пластилин и уже сразу делим на буквы, на части пластилина делим на буквы. У нас есть 5 букв, соответственно, надо пластилин поделить на 5 букв. Отрезаем 5 равноценных кусочков, я себе сразу отмеряю. 1, 2, будет 3, 4, 5. О, отлично. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 равноценных кусочков, это у нас будут такие буквы. Теперь нам надо делать каждую букву в отдельности. Начинаем разминать пластилин. И первая буква у нас Ж, буква Ж. То есть делаем вначале, можем сделать вначале букву Х, то есть и потом палочку доставить. То есть это, по сути у нас это 3 такие палочки, которые пересекаются. То есть давайте теперь берем один из 5 кусочков и делим его уже на 3 кусочка, потому что у нас буква Ж будет состоять из 3 кусочков. Разминаем пластилин, немножко можно его раскатать, чтобы было удобней и равномерней был распределен между собой пластилин. Так, есть. И делим на 3 части равноценные. Так, есть. 1, 2. Отрезаем. Немножко подравниваем. И соединяем. Смотрим, что у нас получается. У нас так, буква Х, вот она. И вот так вот буква Ж. Такая звездочка получается, или снежинка даже. Так, буква Ж готова. Теперь делаем букву И. И у нас тоже состоит из 3 кусочков таких. Берем тоже пластилин, раскатываем его. Отрезаем на 3 части и соединяем буковку И. 1, 2, 3. Есть, буква И у нас тоже готова. Чуть-чуть подравниваем. Повторяем эту же процедуру, которую мы сделали с буквой Ж и буквой И. Раскатываем пластилин. И теперь делим ее на 2 части. Одна часть будет верхняя. Делаем полукруг. И точно так же делаем с нижней частью. Делаем второй полукруг. Соединяем их. И у нас получается буква З. Теперь переходим к букве Н. Также разминаем пластилин. Поначалу он еще твердоватый, но пару раз на него нажав, от тепла рук он становится более мягким. И уже становится более податливым и легче с ним работать. То есть вначале его разминайте руками, а потом уже начинайте придавать ему ту форму, которая вам нужна. То есть в данном случае нам нужна форма
вытянутая и такая закругленная, так как мы делаем, раскатываем это все. Когда помяли руками, оп, задали уже приблизительную форму и докатываем уже на поверхности. Делаем такую же примерно длину, выкатываем и делим на 3 части. 2 из них мы можем сделать чуть-чуть подлиннее и одну покороче. Раз, 2, 3. И соединяем эти 3 части. Та, которая покороче, это у нас будет перегородка в нашей букве N. Соединяем, и буква N готова. Переходим к последней букве. Это буква у нас мягкий знак. А мягкий знак мы делаем из 2 частей. Также разминаем пластилин. Делаем такую колбасочку. И вымеряем одну полосочку по длине наших букв. Где-то приблизительно вот так она у нас будет. Отрезаем. И вторая часть делаем полукругом. Делаем полукруг и соединяем эти 2 части. И получается у нас мягкий знак. Все, давайте мягкий знак поставим рядом со всеми буквами. И у нас получается слово «жизнь». Это и есть наша заставка. Но анимировать мы ее будем чуть-чуть позже. Сейчас мы перейдем к титрам, к финальным. Титры финальные — это, по сути, давайте сделаем, там может быть вообще любая информация в конце вашего ролика, но мы сделаем, кто делал этот ролик. Конкретно этот ролик делал я, меня зовут Максим, я и подпишусь. Максим. Мое имя состоит из 6 букв, и мне нужно подготовить из пластилина 6 равноценных кубиков. Давайте возьмем пластилин, я возьму зеленый цвет, и из зеленого цвета отрежу 6 кусочков. Я сделаю имя из 6 кусочков, но сделаю чуть-чуть меньше буковки, чем были в слове «жизнь». То есть давайте вот где-то приблизительно вот так я отрежу. Раз, и таких же давайте нарежем еще 6 штучек. 2, 3, 4, 5, 6. Готово. Мы подготовили пластилин для лепки. Вот они, 6 наших кусочков. Лишнее мы можем уже убрать с рабочего пространства, где мы делаем все это, чтобы нам ничего не мешало на рабочем пространстве. И начинаем лепить. Первая буква у меня буква М. Также вначале пальцами пластилин разминаем, чтобы он стал мягким. Буква М состоит у меня из 4 элементов. 2 из них подлиннее и 2 покороче. Давайте сразу разделим. Раз, такой же длины. 2 и 2 покороче у нас. Вот они. Оп, готово. Теперь соединяем короткие между собой и длинные с короткими. И получается у нас буква М. Готовая буква М, первая буква. И нам надо сделать еще одну букву М, потому что у меня в моем имени 2 буквы М. И я могу сразу подготовить последнюю букву. И у нас готова вторая буква М. Так, 2 буковки М готовы. Это первая буква и последняя моего имени. И теперь нам осталось еще сделать 4 буквы. Готово. Финальный титр нашего ролика готов. Это мое имя. Вы должны сделать свое имя из своих буквок. Посчитайте, какие у вас буквы, сколько их. И, соответственно, слепите их. И теперь, для того, чтобы они были проанимированы, нам надо перейти к съемочному процессу. Для этого я сейчас подготовлю съемочную площадку. Съемочное пространство я подготовил. Для этого я использовал для фона ватман белый чистый. Мне еще что нужно? Это свет, который я уже показывал, и штатив с камерой. Что мы делаем? Мы включаем камеру, ставим ее на штатив, делаем расстояние, чтобы у вас было где-то сантиметров 20, но так, чтобы помещалось
вся надпись у вас. Для этого мы заходим, чтобы понять, заходим в программу Stop Motion, в которой будем снимать. Заходим в программу и создаем сразу проект, нажав на плюсик. Мы видим уже название по центру кадра, то, которое будем сейчас анимировать. Давайте его выставим более ровнее. Угу. Можем зайти, давайте, в режим съемки, чтобы сразу понимать. Вот у нас режим съемки. И смотрите, я сразу включил решетку. Давайте вот я покажу. Брал решетку и включил решетку. Решетка нам поможет отцентровать наше название, чтобы оно было по центру кадра. Смотрите, у нас 5 букв, соответственно, буква Z должна быть по центру. Давайте двигать. И буковку Z сразу поставим по центру. Вот она. Это центр нашего кадра. Видите? То есть оно у нас в этом 9 квадратике по центру. И теперь от центральной буквы выставляем 2 рядом стоящие. Это буковка И и буква Н. Поставили. И осталось еще 2 буквы. Уже их доставляем. Готово. Смотрите, у нас слово сейчас стоит по центру. Мы выставили наше слово, теперь нам надо его проанимировать. Что мы будем делать? Изначально мы должны понять, как мы хотим, чтобы оно проанимировалось. Как я вам говорил на первом еще занятии, когда мы устанавливали приложение на телефон, что мы будем делать реверс. И мы установили одно из приложений, которое так и называется реверс-видео. Это, по сути, видео наоборот, видео назад. Но мы его будем применять после того, как уже слепим и снимем. Я хочу, чтобы мои буквы перелепливались. То есть оно будет сжиматься, и перелепливаться в какой-то кружочек, допустим, и этот кружочек может исчезнуть. Но так как мы будем использовать эффект реверса, у нас слово может как перелепливаться, то есть оно будет как бы возникать, так и исчезать. Но для этого мы использовать будем всего одно перелепливание. И сейчас мы это сделаем. Приступаем к самой съемке. Для этого мы делаем в начале несколько кадров. 1, 2, 3, 4, 5. Я сделал 5 кадров. Это такой зазорчик. И теперь приступаем к самому перелепливанию. Что мы будем делать? Я начну, наверное, вот с крайних букв. У меня буква Ж и мягкий знак будут сворачиваться и по чуть-чуть подходить к букве Н и И. И потом уже они соединяются, и уже вот эти 2 комочка приблизятся к букве З. И они вместе соединятся в один комочек, и этот комочек уменьшится и исчезнет, допустим. Вот то, что нам нужно сделать. Такая простая анимация, но давайте ее сделаем. Итак, мы сделали уже 5 кадров, давайте еще один сделаем и начнем уже анимировать. Давайте начнем с того, что по чуть-чуть начнем шевелить. Помните, что в стоп-моушен анимации нужно разбивать каждое действие на кадры и понимать скорость движения объектов в этом кадре. То есть, соответственно, у нас 14 кадров в секунду, поэтому нам надо понимать, что произойдет и с какой скоростью это действие будет происходить. То есть у нас вот буква Ж и мягкий знак будут вот сюда присоединяться. Давайте начнем. Так, поправили, чтобы не шевелилось. Так, смотрим на прозрачности, чтобы у нас буквы особо... Если вы даже зацепили какую-то буковку, вы всегда можете ее поправить за счет того, что мы используем прозрачность кадра. Так, есть буковку Ж, чуть-чуть давайте пошевелим. 1, 2. Даже давайте сделаем им интересное движение. Пусть они начнут крутиться вокруг своей оси. Поехали. 1. 2. 3. Делайте по чуть-чуть движения. Чем меньше вы движения задаете, тем медленнее будет и плавнее двигаться ваш объект в кадре, либо трансформироваться. Сейчас мы их не трансформируем, мы их просто перемещаем. Они сделают движение вокруг своей оси, только после этого начнут
трансформироваться, то есть перелепливаться. Также следите все-таки, то, что я предупреждал, за своими руками, чтобы они находились за кадром в первую очередь, и, конечно же, чтобы не создавали тени. Так, мы двигаем букву Ж и мягкий знак. И смотрим по прозрачности, насколько мы их перемещаем. По сути, чтобы у вас равномерно было движение объекта, вам надо делать такой же шаг. Делаем кадр и продолжаем. Перемещаем кадр, перемещаем кадр, перемещаем кадр, перемещаем кадр, перемещаем. Делаем следующий кадр, немножко поворачиваем, снимаем, и мы уже доходим движения наших букв, запланированные которые, до завершения. То есть у нас буковки уже возвращаются на исходную. Давай у нас букву Ж чуть-чуть на опережение пустим, на ускорение. Также вы можете регулировать такими шагами, если чуть-чуть делать движение, хотите на ускорение убыстрять, то, соответственно, начинайте перемещать на большее расстояние. То есть, если замедлить, наоборот, сокращайте расстояние и больше делайте кадров. И таким образом у вас объекты будут замедляться. То есть, я немножко ускорил букву Ж, но теперь чуть-чуть замедляю. Я ей дал чуть-чуть ускорения. А мягкий знак уже начинает замедляться, потому что он приходит на свою исходную точку. И буква Ж вот так вот, оп, докручивается. Делаем снимок. И готово. У нас две буковки вышли уже на исходную и начинают уже видоизменяться. Здесь мы уже применяем трансформацию. Что мы делаем? Мы начинаем загинать пластилин. Так как у нас пластилин легко очень двигается и перелепливается и принимает любую форму, мы начинаем это применять свойства к нашим буковкам, так как они у нас, собственно, и из пластилина и состоят. Но опять же повторюсь, что учитывайте то, что вам надо разбивать каждое действие на маленькие составляющие. То есть сразу не пытайтесь видоизменить ваши буквы так, чтобы они сразу изменились. Постарайтесь каждое видоизменение разбить на много мелких, маленьких действий. Так, по чуть-чуть видоизменяем, видоизменяем. Дальше продолжаем. У нас уже все, они уже начинают буковки терять форму. Вот буква, мягкий знак уже почти сложилось в такое колечко. Дальше продолжаем, загинаем. Старайтесь также смотреть рядом стоящие буквы, чтобы вы их особо не зацепили, потому что если вы их зацепите, то они у вас, соответственно, дернутся. И дальше, если вы их не будете анимировать, то они будут, ну как бы, дернулось, и дальше ничего не произошло, никакого действия. Поэтому следите за тем, чтобы вы случайным образом не зацепили соседнюю букву. Вот видите, я сейчас двигаю, у меня буковка соседняя подвинулась. Но так как я уже почти доделал сжимание первой и последней буквы, то можно приступать уже к Н и И. То есть, соответственно, они должны начинать потихоньку двигаться. Давайте тоже их чуть-чуть сдвинем. Вот так, отлично. Делаем снимок. И уже можем приступать, когда у нас уже две последние буквы, первая и последняя буквы превратились в такие уже шарики, они уже наползают на Н и И. Так, Н и И. Давай вот так вот чуть-чуть подвинем Н. Так, у меня буква З прилипла. Так, есть. Делаем снимок. Следующее, то есть, опа, подвигаем. И подвигаем.
И подвигаем. Буковка N заминается. Буковка И тоже. Есть. И почти соединяются. Так, буковку Z поправляем, чтобы у нас все-таки оно было плавнее. Следите за этим. Есть буковка N и И уже почти тоже превратились в комочек. Они уже все соединяются, налазят друг на друга. Заминаем. И вот так. Делаем кадр. И почти мы уже собрали все буквы в один большой комочек. Сейчас мы сделаем еще пару кадров, чтобы оно сжалось. Прям можете пальцами уже брать вот так вот и мять. Главное, следите за тем, чтобы у вас находился объект на том же месте, где вы это и делаете. Вот у меня сейчас они все буковки собрались в центр, и теперь в этом центре мы этот комочек и начинаем мять и кружить, то есть создавать ему уже какие-то такие действия перелепливания. То есть раз, можем уже начинать его немножко уменьшать даже, то есть я начну отлепливать от него кусочки пластилина, чтобы он у нас немножко начал уменьшаться. Делаем снимок. Еще его немножко двигаем, поворачиваем. И поворачиваем. И опять же отлепливаем. Чуть-чуть меньше. И ставим на то же место. Делаем снимок. Готово. Делаем следующий кадр, готовим. Опять чуть-чуть отлепливаем. Делаем кадр. И продолжаем отлепливать. Кадр. И вот так еще отлепливаем. Ставим. И делаем кадр. У нас уже шарик из пластилина уменьшился. И нам надо теперь его сделать вообще маленьким, чтобы он у нас исчез. Делаем снимок. И давайте еще разобьем на пару кадров. Вот раз кадр. Делаем снимок. Два кадр. Уже меньше я ставлю пластилина, его уже чуть-чуть осталось. Третий кадр. И так, это у нас еще 2-3 кадра, я думаю, еще сделаем и хватит. И, точнее, оно уже исчезнет у нас пластилин. Так, делаем снимок. И давайте вот так, вот так. Делаем вообще маленький. Ставим. Опа, есть снимок. И можем, в принципе, уже его убирать. Да? Не, давайте вот. Все, маленький. Вот он у меня. Маленький-маленький. Опа. Вот с этой точки у нас, собственно, развернется название нашего ролика. Делаем снимок. Все, это мы сняли. Теперь убираем полностью пластилин с нашей съемочной площадки, оставляем белый ватман и делаем еще несколько снимков чистых. Давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я сделал 10 кадров. Это у нас будет с этого начинаться, с пустого листа белого, чистого, начнет появляться, собственно, наше название. Это готово. Съемку мы произвели с нашими буквами. Это жизнь, это название нашего ролика. Теперь нам надо приступить к съемке букв титра. Ну, давайте посмотрим, что мы сняли из буквок начала, да, то есть именно нашего ролика. Вот так у нас оно будет появляться. Это, видите, я сейчас в обратную сторону кручу. По сути, когда мы будем использовать приложение Reverse,
мы будем использовать в обратную сторону воспроизведение видео. Вот сейчас, когда мы перешли на таймлайн, мы можем это и сделать, уже предварительно посмотреть, как это будет, просто ползунком в обратную сторону. Вот. Двигаем на начало, и видите, появляется, как у нас название буковки. Вот смотрите, еще раз я двигаю. Вот так будет появляться у нас название. Жизнь есть. Вот так оно появилось. И также оно у нас потом и исчезнет. Вот и отлично. Супер. Давайте мы его сразу же экспортируем в файлик. Для этого мы выходим из проекта и нажимаем «Выберите». Нажимаем «Выберите», выбираем этот ролик, нажимаем на вторую вверху вкладку и нажимаем на «Экспортировать фильм». В всплывающем окошке нажимаем «Сохранить». Ролик сейчас рендерится, и мы ему зададим название. Назовем его «Жизнь», так как у нас, назовем его так, титр «Жизнь». Это чтобы удобно было его найти. Есть, сохранили ролик, и теперь мы переходим к следующему ролику. То есть теперь нам надо сделать финальные титры. То есть мы вначале сделали заставку, теперь мы делаем финальные титры. Выкладываем буквы, которые подготовили до этого, которые слепили. Это у меня это мое имя, у вас будет ваше имя из ваших буквок. У меня 6 букв. Я их выставляю перед камерой. Сейчас мы их отрегулируем, поставим в нужном месте. Пока мы только на рабочее пространство, на съемочную площадку их выставляем. И включаем камеру. Создаем новый проект. Это у нас уже новый проект. Заходим в режим съемки, чтобы посмотреть уже кадр и сетку, чтобы по сетке выставить ровненько наши буквы. Итак, у нас центр будет это между буковкой К и буковкой С. Их выставляем по центру, и от них мы будем выставлять все остальные буквы. Так, ставим буковку К, буковка С. Вот они стоят. К ним присоединяем буковки. Рядом стоящая это буковка А и И. И первая и последняя. 2 буквы М. Готово. У нас выставлены буквы. Вы также выставите свои буквы своего имени. Теперь давайте подумаем, как они у нас будут двигаться. В принципе, мы в первом ролике, который сегодня сняли с названием, с титром, мы просто их слепили вместе, и этого было достаточно. Давайте здесь сделаем тоже что-то похожее, то есть они у нас тоже будут слепливаться, но можем сделать как-то поинтересней. Буквы вначале соединяться между собой, а потом, допустим, как гусеничка как-то уползут. Вот как-то так сделаем. Поехали. У нас, получается, присоединяются они вначале внизу, буквы соединяются и потом вытягиваются в одну какую-то такую линию, ну, чтобы она могла, собственно, эта одна линия уползти. Поехали. Делаем вначале несколько снимков без движения букв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я сделал 8 снимков. Это будет достаточно. И начинаем потихонечку анимировать. Чуть-чуть присоединяем. И снимаем. Следующий кадр присоединяем и снимаем. Следующий кадр, можно уже плотнее присоединить их, буквы. И снимаем. Присоединяем. И снимаем. Теперь переходим уже к следующей букве, букву А и К соединяем. То есть я вначале 2 первых соединил, теперь 2-ю и 3-ю соединяю. Тоже можно чуть-чуть, я вот видите, поспешил, давайте, ладно, вот так нормально. Делаем снимок и присоединяем. Теперь у нас буковка S. У буковки S
Давайте ее развернем и так, чтобы она кончиками вот этими присоединилась, этим кончиком присоединилась к буковке К, ну, либо вы смотрите по своей, то есть какие буквы у вас присоединяются. Я сейчас отхожу от своих букв, которые использую я. И я просто беру вот так вот буковку S, начинаю тоже подкручивать немножко, делаем снимок и крутим. Вот так подкручиваем буковку К, и можно, в принципе, соседние буквы, которые уже мы анимировали, можем их с каждым кадром тоже по чуть-чуть передвигать. Таким образом мы зададим им движение, которое будет плавненько двигаться в кадре. Главное, запоминайте, в какую сторону вы их начинали двигать, чтобы у вас было движение плавное и равномерное в одном направлении. Потому что если вы начнете вначале в одну сторону, потом забыли, начали двигать в другую сторону, потом вспомнили, начали опять вы вернули в другую сторону, то у вас, соответственно, при воспроизведении потом оно начнет дергаться. То есть, опять же, вначале в одну, потом резко в другую. Следите за тем, чтобы вы делали движение в правильном направлении. Так, буковка S у нас продолжает двигаться. Я ее уже так поворачиваю. Буковку M чуть-чуть тоже поверну. Вот тут первые буквы начну уже так видоизменять. Есть. Буковка S нагнулась. Теперь буковку I надо к буковке S присоединить. Она у нас тоже начинает потихоньку опускаться. А буковку S можно чуть начинать выгинать. Вот так вот опускаем. И опускаем. Теперь соединяем буковку S и I уже плотнее. Начало тоже можно уже начинать потихоньку вытягивать. И вот тут буковку А вот так подтягивать. Да, готово. Делаем снимок. Следующий кадр. Уже вытягиваем. Буковка К может вот тут присоединиться сюда, а вот это вытягивать. Вот так вот вытягиваем. Давай вытягивать все слово начинаем вытягивать. Уже начинаем потихонечку его вытягивать. Угу. Теперь соединяем буковку И и М. Финальные буковки. Соединяем сильнее. Соединяем. И начинаем уже буковку М, финальную, тоже вытягивать. И есть. У нас все буковки соединены. Теперь давайте делать движение. Смотрите, что я сделаю. Я сейчас сделаю вот такую вот штучку. Подвинули. И траекторию задам моему слову вот в это направление. Оно у меня вытянется, так как оно, видите, уже почти по горизонтали весь кадр занимает. И чтобы мне продолжить анимирование и было при этом видно то, что я анимирую, мне надо это все в рамках моего кадра сделать, в границах вот в этих. Соответственно, вот я смотрю, я себе сразу так вымеряю, то есть визуально, то есть представляю, как у меня будет двигаться вот в этом направлении, вот оно у меня будет вот сюда, и вот так вот змейка и уползет. Отлично, поехали. Итак, я начинаю с буковки М и начинаю ее вытягивать. И она, по сути, подтянет все остальные буквы за собой. Давайте делаем снимок. Их можно чуть-чуть тоже видоизменять, чтобы они как-то жили уже. Но сильно, опять же, не двигайте. Пусть у вас анимация ведет первая буква. Буковка М. Есть вытягиваем, еще больше вытягиваем. Так, здесь чуть-чуть подвигаем, вот так вот, чтобы оно как-то было. Угу. Есть. Делаем кадр. И следующий. Вот так вот она у нас уже выворачивается и вытягивает. Сейчас она потянет за собой, собственно, как веревочка. И волной уползет, такая змейкой. Вытягиваем и тянет за собой следующую букву. Вытягиваем. Вот она уже пошла у нас змейка. Отлично.
Делаем кадр. Сейчас я что перегнул слишком много. Давай вот так. Делаем кадр. Следующий кадр. Еще сильнее вытягиваем. Но следите опять же за тем, чтобы у вас сильно большим шаг не был, чтобы у вас движение было более-менее плавным и равномерным, чтобы между кадрами передвижение объекта было таким же. Передвигаем. У нас уже она вытянулась в такую же змейку. Угу. Давайте тянем еще. И у нас, видите, появляется вот здесь пустое пространство. Можем нашей змейке сюда дать немножко движения. Давайте так и сделаем. Чуть-чуть подвигаем здесь и вытягиваем. Вытягиваем буковки наши. Вот они пошли. Пошли, пошли. Вот это можно подмять, ее уже форму придавать. Те буквы, которые уже у нас вытянулись, можем им уже более правильную форму давать. То есть я имею в виду, уже можно подлепливать их. Так есть. Угу, делаем кадр. Замечательно. Но видите, как у нас уже в змейку превратилось практически. Так, тянем. Благодаря тому, что у нас есть прозрачность кадра, и мы видим, какой кадр был до этого, мы можем очень точно выставить движение. Так, можем, видите, у меня места не хватает, а змейка еще не ползла. Я хочу еще сделать, может быть, даже сделаем вот так вот. Она у меня вот сюда, вот сейчас пройдет, и вот так уползет. Давайте так и сделаем. Делаем кадр. И двигаем нашу змейку. Выставляем на нужное нам место. Делаем снимок. Следующий кадр. Делаем снимок. И передвигаем. Все, у нас уже деформация наших букв уже произошла. Нам теперь только вывести эту змейку надо из кадра. Просто по той траектории, которую мы себе наметили, плавненько с каждым движением переставляем и двигаем. Так, раз. Делаем кадр. Переставляем. Готово. Делаем снимок. И следующий кадр. И делаем кадр. Так. И все. У меня она уже будет уползать сейчас, змейка. Она сделала все свои движения. Давайте ее чуть-чуть подлепим вот так. Угу. И пусть она уже уползает. Так, вот это ее хвостик, это голова нашей змейки. Делаем кадр. Все-таки давайте она вот сюда у нас уползет. Откуда пришла, по сути. Перемещаем. Делаем кадр. Перемещаем. Так, есть. Делаем кадр. Угу. Переставляем. Передвигаем. Все, отлично. У меня уже начало нашей змейки исчезло за кадром. И постепенно, плавненько мы нашу змейку уводим за границы кадра. Кадр сняли. Ну, тут уже проще. Она уже просто
исчезает. Так, опа, видите, я шаг немножко увеличил. Угу. Кадр. И кадр. И кадр. Супер! Мы сняли наши титры финальные. Теперь давайте посмотрим, как они у нас получились. Для этого нажимаем на стрелочку назад и в проекте на таймлайне перематываем назад и смотрим, что у нас получилось. Вот так вот у нас появилось слово Максим. Теперь давайте воспроизведем. Вот так они соединились. Оп, и уползли. Теперь мы переходим к монтажу. Сейчас нам нужно наш материал, который мы отсняли, смонтировать. Для этого мы будем использовать два приложения. Первое приложение — это реверс, и второе — YouCut. Давайте начнем с реверса, потому что нам надо подготовить материал для YouCut, для монтажа. Заходим в приложение и выбираем тот ролик, который нам нужно, собственно, видоизменить. Давайте начнем с первого нашего ролика. Это с заставки, это слово «жизнь». Выбираем его. И здесь нажимаем «Далее». В новом окне у нас появляется еще одна кнопочка, уже внизу экрана зелененькая, «Создать новое видео». Нажимаем на него. И у нас сохранилось это видео. Давайте его откроем и посмотрим, что у нас получилось. Воспроизведем. И вот видите, у нас оп, и в обратную сторону есть этот роличек. Супер, отлично. Один ролик мы сделали этой программой реверс. Давайте теперь то же самое сделаем с финальным титром. Давайте посмотрим, открываем и воспроизводим. Вот она, змейка у нас заехала, подвигалась и готово. Супер. Все, с этого приложения мы можем выходить. Приложение реверс мы закрываем и открываем теперь приложение YouCut. Открываем YouCut. У нас в первом окне появляется плюсик, кнопочка. На нее нажимаем. Это создать новый проект. Нажимаем на новый. И нам нужно, скажем так, достать те файлики, с которыми мы будем работать, потому что сейчас в этой программе мы их будем монтировать. Выбираем эти файлы. У нас, получается, есть два файла, которые мы только что сделали реверсом. Это слово «жизнь» и имя. И также, то есть, достаем те файлики, которые изначальные были, без обработки программы реверс. Раз и два. 4 файлика. И также нам нужно сейчас загрузить сюда ролик, который мы сняли на прошлом занятии. Это там, где гусеница перелепливалась в бабочку. Давайте его найдем и выбираем еще один файлик. Это, собственно, наш фильм, который мы делали бабочку и гусеницу. Там, где гусеница превращалась в бабочку. По сути, это тело нашего фильма, то, что будет стоять по центру, а титры будут в начале и в конце. Нажимаем на оранжевую стрелочку и переходим уже в сам проект, в который добавились все наши видеоролики, которые мы сняли сегодня и на прошлом занятии. Наша задача сейчас выстроить их в правильном порядке. Для этого мы внизу экрана на таймлайне зажимаем пальчиком, и у нас как бы трансформируется таймлайн в такие кубики, которые мы можем перемещать. Давайте еще раз вернемся назад и посмотрим, где какой файлик находится. Вначале у нас идет зеленый, нам надо его переместить в конец. Давайте сразу это сделаем. Он у нас будет предпоследним. Готово. Теперь смотрим, что у нас теперь в начале. В начале у нас вот разворачивание, так и должно быть. Дальше жизнь, отлично. И дальше идет у нас уже сам ролик. Супер. Ролик в принципе готов. Что нам осталось сделать? Это только подставить звук, музыку. Для этого мы заходим в иконку «Музыка», вторая, и выбираем «Рекомендованные». Здесь мы можем выбрать для нас подходящую музыку из библиотеки, которая уже предлагает приложение. Ну вот, давайте вот эту возьмем музыку. Нажимаем «Использовать». У нас появляется музыка на таймлайне. Зажимаем ее пальчиком, чтобы передвинуть, и передвигаем. Я ее буду использовать только на самом фильме. И мне нужно еще такую же музыку, ну, то есть другого жанра, на начало и на финал. То есть это у нас будет использоваться
для титров вот эту отличную музыку давайте выберем. Есть, я добавил эту музыку, и давайте ее скопируем. Для этого зажимаем ее и нажимаем «Копировать». У нас скопировался этот трек, и мы его, зажав, перемещаем на финал. Так как у нас файлик длиннее, чем нам нужно, нам его надо подрезать. Во-первых, вот здесь подрежем. Чтобы подрезать его, нам надо чуть-чуть нажать на сам файлик этот, и появляется в конце либо в начале оранжевая такая вот как бы меточка, стрелочка. Вот за нее мы тянем и таким образом регулируем длину. Перемещаем последний трек и устанавливаем длину. В принципе, на этом монтаж завершен. Это, скажем так, самый простой способ соединить ваше видео и сделать предмонтаж, либо монтаж вашего ролика. Давайте теперь этот монтажный, уже смонтированный ролик, сделаем его, выгоним в файлик. Для этого нам нужно нажать на «Сохранить». Здесь мы выбираем качество нашего ролика. У меня сейчас стоит 1080p. И нажимаем «Сохранить». У нас ролик готов, сохраненный. Мы его экспортировали. Давайте теперь его откроем и посмотрим. Вот, отлично, мы открыли ролик, у нас он есть уже на телефоне. И мы это сделали. Мы сняли свой первый полноценный ролик. С титрами, с музыкой, с озвучкой и с монтажом. Отлично, теперь вам нужно загрузить готовый видеоролик на Google Диск и ссылку прислать мне. Сделать это можно, вставив ссылку под этим видео в окошко. И после того, когда вы это сделаете, нажать на кнопку «Урок номер 5 выполнен». На этом 5-й урок завершен, как и, собственно, экспресс-курс пластилиновой анимации на мобильный телефон. Выполняйте домашнее задание, присылайте его мне, и я вас жду уже на следующих курсах. Если тебе нравится придумывать и лепить персонажей из пластилина, то у тебя есть отличная возможность пройти полный курс пластилиновой анимации на мобильный телефон. Благодаря этому курсу ты выполнишь все этапы создания фильма, научишься писать сценарий, рисовать раскадровку, делать декорации и много всего интересного, чтобы создать свой полноценный анимационный фильм. А для тех, кто прошел экспресс-курс пластилиновой анимации, я подготовил выгодное предложение, которое действует целый месяц по промокоду. Промокод я отправлю тебе на почту или сообщением. Успей забронировать место и получить уникальный доступ к волшебному миру пластилиновой анимации.